Взгляните на карту ВВП на душу населения. США роsu акапатопаку тротонадали локаса са о упун. У Англии, Нидерландов, Франции, Швеции, Дании, Польши, Османской империи. Но это была Европа. Как развитие получили Штаты? В 1776 они независимы. Постепенно они оттесняют индейцев и распространяются на запад. Покупают Луизиану, Флориду, вторгаются в Мексику и забирают половину их земель. Не без торговых операций, конечно. Теперь Тексас мой латино. И что ты еще хочешь? Я беден и разбит. Купить у тебя еще земель. Заманчивое предложение. Ну и Аляску купили. Но это лишь карта США, а карта влияния штатов намного шире. В 19 веке США влияют по всей Северной Америке, а к концу столетия уже и Южная Америка угрозы представлять перестала. Ядром всемирной экономики США стали после Первой мировой войны. Германия проиграла и обязуется платить контрибуцию странам Европы. Однако денег у нее нет, и она берет кредиты у США, а страны Западной Европы тем временем расплачиваются США по долгам за вооружение. Образуется надежный круговорот денег, и Штаты поднимают свой авторитет. А после Второй мировой войны капиталистическая Европа уж ослабла, и США таки заняли лидирующие позиции. За счет покрытия военных расходов и вложения в страны Европы, Штаты также добились более-менее обеспеченной безопасности в Европе. Однако, с ослаблением Европы следует национализм колоний и их откол. Бедные страны Африки и Азии начали приносить большие убытки метрополиям, и потому последние от них отказались. Теперь мы пришли к тому, а как же Азия и Африка столь сильно могут повлиять на мир? В развитых странах Европы, да и не очень, например, на Балканах или в России, рождаемость очень низкая, и население растет только благодаря мигрантам, если оно вообще растет. А значит, рабочей силы быстро не прибавится, а если прибавится, то начнутся межнациональные конфликты. В странах Африки и Азии рождаемость на огромной высоте, а этнические группы расселены в строго отведенных матушкой истории местах. Кроме того, в наше время у всех стран одинаковое право голоса в организациях. Взять тот же ООН как пример. А ресурсы больше не крадутся из бывших колоний. Как пример, в Индонезии четверть всего никеля. Мало того, что он остается там, так еще и продукты из никеля производятся там же. Таким образом, и добыча, и обработка металла происходит в Индонезии. Что, во-первых, приносит деньги, а во-вторых, превращает Индонезию в потенциального торгового партнера. Некоторые колонии уже обогатились. Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар, Израиль, Бахрейн, Кувейт и Сингапур. Одни использовали свои ресурсы, продавая их или производя из них продукты. А Сингапур создал благоприятные условия для ведения бизнеса в стране, приманил нефтеперерабатывающие компании и также ежегодно получает от туризма 40 миллиардов долларов. А туристов ежегодно там больше, чем самих жителей. Не стоит забывать про гигантов населения – Китай и Индию. Китай уже потихоньку изживает свой экономический бум, в то время как в Индии все только-только начинается. Население растет с бешеной скоростью. У Индии по всему миру есть надежные партнеры, как военные, так и экономические, дешевая и эффективная рабочая сила. И, конечно же, ресурсы. Как итог, скажу, что любая великая империя когда-то рушится или теряет свое величие. Просто иногда это происходит стремительно, а иногда занимает несколько столетий. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится мой контент по теме геополитики, то не забудьте подписаться на мои YouTube и Telegram каналы. Всем пока!